Приветствую всех зрителей на канале со всевозможными распаковками, обзорами плат и радиодеталей. В этом выпуске у нас будет две распаковочки посылочек от зрителей канала. Первая посылочка у нас от подписчика Александр Миколаевич, село Шабельківка. Так, открываем. Такая килограммчиков 10. Посылочка. Сейчас посмотрим, что у нас тут идет в ней. Ваши ставки сложные будут или нет. Так, листик. Ну, письмо короткое сейчас. Володя, приветик. Ну, короткое, но тем не менее за письмо спасибо. Так, что у нас по ссылке? Материнка с двумя мостами. Пока опускаем. Материнка ноутбука голая. Материнка ноутбука с одним мостом. Материнка ноутбука тоже с одним мостом. Материнка без мостов, ноутбучная. Так, платка. Вообще платки лучше разбирать, конечно. Ну, тут немножко совсем. Тут был мост, его нету, он отпал. Тут есть мост. Ну, как двухмостовую посчитаем, так как здесь черных чипов много. Так, с этим разобрались. Еще тут у нас много всяких позиций. Ага, вижу. Так, пакет с оперативкой, 814 пакет, как в предыдущем выпуске на обзоре были 814. Так, еще пакет 814. Так, желтенькие деталюхи. Дорогие телефоны. 1 килограмм. Дешевые телефоны. 1 килограмм. Трубчатые конденсаторы. 1 килограмм. Флажок 1 килограмм. Все, больше ничего нет. Так, ну, не знаю, давайте, наверное, на больших весах все-таки это взвешивать. Так как на маленьких, ну, пакеты просто большие. На маленьких будет неудобно. Мы просто сейчас сверим вес, если все четко, я потом просто попрописываю в тетрадь. Или буду сразу, давайте писать. Давайте сразу будем писать. Забыл отметить номер 1. 1 килограмм, это у нас 100 гривен, это флажок. Так, теперь трубчатые, тоже килограмм, это у нас 200 гривен. Есть такое дело. Так, теперь 814. Раз, два. 2 килограмма. Пишем 1000. Они по 500 гривен килограмм. Так, с этим разобрались. Теперь оперативки немного. 200 грамм оперативки. Это у нас 240 гривен. Так, что у нас еще есть? Дешевых мобильников. Планшеты, мобильники. Ну, тут все четко. Все четко сделано. Пишем 300 гривен. Так, кило дорогих мобильников.
достанем парочку любых. Да, вот видите, тут большое количество чипов. Правда, немного металла осталось, но ничего страшного. 1000 пишем. 1000. Что у нас еще осталось? У нас мелкого только, и то она не на вес. Так, двухмостовая. Раз. Они у нас все пойдут двухмостовые, короче. Все их считаем как двухмостовые. Получается у нас кило 600, кило 750. Пишем 1,75 умножить на 210. Вот такая вот у нас получилась экспресс, быстрая посылка. Так как подписчик профессионал уже в этом деле, поэтому у нас так быстро все получилось. Сейчас мы тогда ее подбиваем. И подбиваем ее по-быстренькому. И переходим к следующей посылочке. К посылочке номер 2. С таким успехом мы, может, даже и 3 сделаем, если вторая будет тоже быстрая и легкая. Итак, по второй посылочке у нас получается сумма. Пока сумму не скажу. Забыл пакетик посчитать. Тут 2 вот таких керамические микросхемки. Пакетики. Такие 2 на 40 ножек. И вот такие еще микросхемки. С1. Больше никаких маркировок нет. Ну, ножки, видите, немного подскусанные. Ну, я их по 50 гривен штучка посчитал. Ножки коротенькие просто. Раз, два, три. 6 штук. И таких 2. Вот эти по 50, вот эти по 100 импортные. Итого у нас получается раз, два, три, 4, 5. 500 гривен. Итого у нас общая сумма по посылочке получается 3700 гривен вместе с этим пакетиком. Изначально получилось 3200. И еще добавляем 500. Итого у нас получается сумма 3700. И теперь переходим ко второй. Вторая у нас от подписчика Сергей Викторович, село Быщев. Так, открываем, смотрим. Я, наверное, лучше. Так, много пленки на нее намотали. Я сейчас вот так вот сделаю отверстие и повытаскиваю с нее все, что тут есть. Тут прилично, многовато всякого. Так, лигатура посеребренка, транзисторы на медь. Ну, упаковано хорошо. Так, это непонятно пока что. Еще разные позиции. Чипы. Это у нас что такое? Разъемы. Желтый. Да, вроде оба желтых. Так, микросхема желтая. Еще пакетик. И еще разные штучки. Все, больше ничего нет. Итак, продолжаем. Я вот смотрю, тут как-то что-то наложено. Я думаю, лучше с транзисторами пока разберемся. Подписчик их вскрыл. Так, 803 можно, в принципе, и не вскрывать, да? Раз, два. 840 не вскрытый. Еще какая-то штукенция. Это у нас кто-то был неопознанный. Ну, видите, желтенький. Это у нас 803. Это 812, наверное. Тут, видите, чуть-чуть капнуто на кристальчике. Это дешевый 808. Это тоже дешевый 825. Так, это 803.
Это тоже дешевый, там совсем немножко на нем. Так, это хороший 825 вскрытый, видите, желтенький. Так, это тоже дешманский. Это дешманский. Это пустой. И это дешманский. Так, это у нас срезка будет. Вот сюда ее в пакет. Тут у нас что? 701. Все что ли 701? Так, это у нас все 701. Вон там волоски внутри. Так, эти откладываем пока сюда. Это на медь. Это срезка. Срезка. Еще срезка. Еще срезка. Ну, они металлические, как бы, поэтому они в срезку уходят. Так. Так, еще один. Еще один. И еще один. А все остальные медные. Так, вот это медные. Это срезка. Срезку пока вниз. Может, если еще будет срезка, будем в тот пакет ее добавлять. Теперь будем писать, считать. Медные транзисторы. Получается у нас 184 умножить на 0,16. Так, это есть. Теперь весы нам пока не нужны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 умножить на 12. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. И 8 умножить на 65. Так, и 701. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10 штук. Это у нас 200. Так, с транзюками разобрались. Можно их сразу по пакетикам раскидать. Это в этот пакетик. А эти в отдельный пакетик. Ну, в теории, да, можно было их и сразу так рассортировать. Ну, я думаю, теперь просто подписчик будет знать, как лучше, правильно, удобнее делать. И все. Ну, скажем так, с каждым разом будет лучше и лучше. Так, чип S-Plat. Я сейчас достану щепотку. Покажу, что у нас тут. Ну, вот такого плана чипа. Двухсторонка, четырехсторонка. Ну, в основном четырехсторонка. Все. Есть и толстая, есть вот такая тонкая. Нормальный чип. 107 грамм написано. Это, наверное, чистый уже вес 107 грамм. Ну да. Пишем 107 умножить на 2,5. Так, что у нас еще такого есть тут? Тут куча вопросов. Поэтому надо сделать кучу ответов. Много разного тут всего. Какие-то проволочки посеребренные. Так, это пока откладываем. Лигатура. Ножки с радиодеталей. Керамическая. А, не, она текстолитовая. Текстолитовая с позолоткой. Это надо кусать. Это кондеры. Могут быть бескорпусными. И тут еще что-то у нас есть. Что тут у нас тут такое? Тоже, видите, керамика. Тоже позолотка. Правда, оно окислилось. Тут тоже что-то было, видите. Были детали какие-то. Немножко осталось позолотки. Тяжко будет эти вещи посчитать. Тут тоже остатки какие-то. Тут
тоже, видите, тут даже КМ-ки есть. Не магнитные. Сейчас покажу, что у нас осталось еще здесь. Так. Керамическая микросхема, видите, обгоревшая, с небольшими остатками внутри. Тут тоже, тут вообще пусто. Тут она просто выгорела вся, видите. Пустая, это уже мусор. Тут что-то осталось. Тут тоже с небольшим что-то осталось. Тут тоже чуть-чуточку. А так все ножки уже все пустые. Так, это тоже пустое. Пустое. Тут как будто тоже все пусто, но отложим на всякий случай. Видите, пустое все уже. Скажем так, выгорело. Тут что-то осталось. И тут, видите, чуть-чуть что-то осталось. И тут немножко осталось. Так, ну, одна микросхема. Куснем проверим. А это срезку выкинем. Так. Что у нас еще тут есть? Ой, куча всякой. Так, это посеребренка. Это срезка. Это позолотка на керамике. Ну, интересно так сделано. Ложим пока сюда. Тут тоже позолотка есть. Это у нас не позолотка. Это кварц позолотка. Это какой-то импорт-шлейф непонятный. Вот тут что-то такое было непонятное. Посеребренка, вот это вот видите, виднеется желтенькая. Это латунька. Это можно в посеребренку положить. Это импортный транзистор. Подгоревший, уже пустой, скажем так. Ну, какие-то остатки есть, можно положить, в принципе. Тут более-менее нормально что-то осталось. Тут тоже немножко осталось. Еще один кварц. Панелька желтенькая. Это нет. Это посеребренка. Это пусто, пусто, пусто. Пусто. Какой-то кондер. Это не КМ-ка. Еще деталька. Такая вот деталька с волосками. Это транзистор КТ-300 какой-то там. Забыл. Так. Вот что-то желтенькое есть. Так. Сейчас. Это пока. Вот еще. Желтенькая релюшка в срезку. Это срезка. И вот еще есть позолотка. Это с релюшки. Так. И вот такая вот штукенция. Так. И микросхема горелая уже. Ничего на ней нету. Так, это высыпаем в срезку. Так, это у нас диодный мост. Сейчас покажу. Вон, видите, желтая. Раз, два. Маленькие такие. Такие маленькие диодики, короче. Вот они, видно их, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 штук. Ну, по 10 гривен их напишем. Я думаю, нормально будет. 8 это 80. Теперь нам надо как-то всю эту историю считать. Тяжелая кучка. Тяжелый случай, скажем так. Так, вот эта штучка будет 5 гривен. Это будет, пусть будет тоже 5. Это будет 10. Это у нас 20 уже есть. Так, тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11.
11 ног. 11 по 2. 22. Так, 42. 2 по 5. Нет, вот этот 5, вот этот пусть будет 10. 15, 42, 57. Раз, два, три, 4 по 6. 24 плюс 57. Это 81. Такой пусть будет 10. Это 91. 95. Вот такая штука. Даже не знаю. Пусть будет 80. 95 и 80. 175. 180. Раз, два. 184. 184. 200. 203. 206. Это будет 10. 216. 226. 231. Тут чуть побольше. 241. Это будет 20. 261. 271. И вот это будет 30. 271. Короче, 300. Вот это 300. Так, пишем сразу 300. Тяжелый пакет, конечно. Честно скажу. Тяжеловато такие вещи, конечно, считать. Это проблема. Так, вот такие кондеры. Это похоже на керамику. Это какая-то керамика. Не КМ-ка. С явным покрытием серебра. Вот оно, серебро. Так, это к посеребренке положим. Давайте я, наверное, сейчас все сразу высыплю. Так, вот это оно же. Сюда кинем. Еще такое же. Вот меня интересует чисто вот таких два, все остальные вроде как похожи. Сейчас будем кусать. Это КМ-ка, видите, цвет какой? Это бескорпусная. Ломаем эту. Та же история, видите? Цвет какой. Это КМ-ка, бескорпусная. Хорошая, кстати. Такой вот цвет. Оп, поворачиваю. Как у обычной зеленой КМ-ки, цвет внутри. Можем еще одну раскусить. Допустим, вот такую, да? Вот оно. То, что нужно. Так, теперь выберем отсюда то, что не по теме. Это две спаянные в одну. Это была зеленка. Походу, это зеленые КМ-ки обгоревшие. Мне так что-то кажется. Ну да. Да. Вот оно. Это оно. Это оно и есть, скорее всего. Так, с этим разобрались. Сейчас взвесим КМ-ку сразу. На пакетик 0,5. Надо было сразу его, конечно, оттарить. Но я завтыкал. Завтыкал с пакетиком. Так, получается 6,2, 5,7. 5,7 умножить на 45. А вот то я подкидывал, то не КМ-ки, это какая-то посеребренная керамика. Так, что у нас тут? Какая-то позолота. Это с транзистора, он пятачок. А это ножки. Ножки с каких-то разъемов. И ножки с радиодеталей. Ну, может даже с импортных быть. Эти вот ножки. Не знаю, давайте 30 гривен грамм. Сколько оно тут покажет? 2 минус пакет, 1,5 на 45 гривен. Вот этой лигатуры. По-другому я не знаю, как это считать. Так, и здесь у нас тоже какие-то ниточки, проволочки. Давайте на крышечку на эту высыпем. Вот так вот. И будем смотреть.
Так, ну это явная какая-то явная площадка под что-то металлическая. Это посеребренка. Цвет видите какой. Можно хромпиком сейчас промазать, посмотреть, что оно вообще нам покажет. Ну, мне что-то кажется посеребренка. Цвет такой, как бы характерный. Краснеет она, не краснеет, непонятно. Попробую еще по ней попади. По этой проволочке, по всей. Туго видно, конечно. Не знаю, что это такое. Тяжело мне ответить на этот вопрос. Вроде как не реагирует оно. Ну, цвет такой, как посеребренка. Сильно оно тонкое, конечно. Давайте газом проверять. Вообще такие вещи тоненькие проверить очень сложно. Так, берем пинцет. Сейчас будем смотреть, как оно было в начале, да, и что с ним произошло дальше. Ну, на посеребренку оно не реагирует. Вот такие вот проволочки, короче. Сейчас будем смотреть, что это такое. Так. Непонятно. Пока непонятно. Сварилось это колечко, что тут было. Но так в целом по цвету, вот по цвету, как будто это палладий. Видите, ничего не потемнело. Светленькое, как было, так и осталось. Сейчас будем проверять. Все, что тут есть, сейчас все проверим. Так, теперь вот такая вот. Смотрим. Так. Это не оно. Это, скорее всего, какой-то, не знаю, оно как трухлявое такое. Трухлявое, вздулось. Так, это не оно. Так, что у нас еще тут есть? Ну, это, скорее всего, палладиевые проволочки. Так. Сейчас должны, видите, они такие темненькие, грязненькие. Сейчас должны посветлеть. Видите, как блестят. Это оно. Это оно. Так, это мы уже проверяли. Это не оно. Сейчас мы прогреем лучше на всякий случай. Если оно сейчас блестеть не будет, будет дальше такое трухлявое, значит откладываем в сторону. Так, горит. Видите, оно такое, как темное и трухлявое. И свертывается. Это не оно. Так, что у нас тут еще осталось? Вот такая штучка тоже прогреем. Это у нас проволочка все от этой же темы. Сюда ее. Тут, кстати, я думаю, подписчик грел. Видите, видно, как грел. Кто-то грел это дело. Все. Сейчас мы это все соберем и положим сюда. Это у нас
контактик. Контактик. Давайте его прогреем. Такой маленький. Но я думаю, что есть смысл греть. Не зря же он тут лежит. Так. Контактик стал очень черный. Это не оно. Так. И такую штучку мы уже проверяли. Это не оно. Надо проверить только вот это. Вот эту вот штучку. Но мне кажется, что это не металл вовсе. Видите, оно даже не краснеет. Это какая-то керамика. Сейчас покраснело. Долго греется. Цвет, видите, какой? Тоже, это тоже что-то не стоящее, скажем так. Выкидываем это дело. У нас получается только вот эта проволочка. А проволочку нам эту надо взвешивать. Взвешивать нам ее надо на точных весах. Сейчас берем точные весы. Это 80-ка, скорее всего. Ну, взвесим как 80-ку. Так. 0,22. Значит, пишем. Плюс 0,22 умножить на 800. Тоже неплохо, как по мне. Так. Я думаю, что в принципе я не прогадал с этим моментом. Если бы это было бы PD-20, допустим, то оно бы от нагрева скукожилось в одну такую капельку. Но оно у нас абсолютно никакой реакции на нагрев не дало. Цвет не поменяло, наоборот, даже больше стало блестеть. Значит, это 80-ка. Так. Это у нас посеребренка. Сложненькая посылочка. Подписчик подкинул работенки. Подзагрузил, скажем так. Ну ничего. У подписчика, кстати, вчера был день рождения. Это ему подарок на день рождения, распаковка. Хотелось бы, конечно, прям в день его рождения сделать видео, но не получилось. Ну, лучше поздно, чем никогда, согласитесь. Желтая. Кидаем сюда. Тут все посчитано. Это у нас получается 108 штук. Две большие. Это же у нас совдеповская она. Или нет? Микросхема, по-моему, не совдеп большая. А если это так, значит это плохо. Да, видите, это импорт. Она желтая. Хорошая микросхема. Но она импортная. Небольшой фейл. И на пол упала еще одна штучка. Да. И упала на пол желтая. Короче, большие, я так понял, импортные микрухи. 100 и 2. Это значит, получается 104 маленьких. Пишем 416. Если импортная микруха, обязательно ее откладывайте в отдельный пакет. Совдеповские не кидайте. Большая просьба. Так, это у нас посеребренка лигатура. Ну, все в основном с разъема. Все прекрасно. Вопросов никаких нет. Сейчас мы ее взвесим вместе с вот этой мелочью, что я тут насобирал. Так, получается 0,860 умножить на 450. Прекрасно. Так, это есть вопрос. Это вопрос. Это контакт с
скорее всего, с телефона. Или какой-то, может, был, не знаю. А, не, подождите, какой телефон? Это с вертушки. Лазер. Лазер с вертушки. Но его вообще отсюда доставать надо. В таком виде, не знаю. Я напишу 3 гривны. 3 гривны. А это у нас кусочек железячки, да? Железячка какая-то. Ну, судя по на этому самому нерж. Это у нас нерж. На магнит не берется. Давайте на искру. Искра есть. Нержавейка. Ну, взвешивать ее не буду, потому что это бессмысленно. Это обычный нерж. Так, что у нас еще есть? Есть вот такие разъемы. Что у нас по разъемам? Это с ниточками разъем. Это у нас 2 гривны. Ну, вообще меньше, но я напишу 2 гривны, потому что меньше писать не хочу. Это компьютерный разъем. Правильно? Нет, не компьютерный. Это у нас 87 год. ОНП КГ. 4 гривны нога. Так, раз, два. А тут, в принципе, должно быть написано 56. Можем сразу сверить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. А не, 40. Вот, 40. Я сначала посмотрел сюда, вообще он на 40. 40 ног, это у нас 160 гривен. А вообще, вот так вот, если сверху посмотреть, очень сильно похож на то, что в материнских платах разъемы под жесткие диски, под шлейф. Такого плана, да. Затертая маркировка. А так вообще очень сильно похоже. Можно перепутать. И СНП 34, 135. Белый, походу. Так, это у нас белый разъем. Видите, разница какая? Это желтый, а это белый. Берем хромпик. Без хромпика нам не обойтись. Так, надо хромпик заново макать, уже высох. Ну, вот есть реакция. Медленная, но есть. Это же реакция, правильно? Реакция. А знаете, что так не реагирует? Потому что в лаке разъем. Разъем в лаке. Сейчас будем показывать, как правильно делать. Снимаем лак. Снимаем верхний слой лака. Плата вся в лаке, короче. Видите, сразу видно разницу. Вот это желтовастенькое такое блестит. Это лачок. Вот мы лачок сдираем понемногу. Чтобы не содрать покрытие, правильно? Так, еще макаем. Давайте вот эту ваточку, палочку мы выкинем. Возьмем нормальную. Возьмем нормальную. Помакаем как следует. Так, это желтый разъем. Это белый. И покажем подписчикам реакцию. Видите, где лак сбили, вот он весь и покраснел. Пошел в реакцию. Через лак реакции нет. А это у нас сами контактики. Не знаю, туда, наверное, лак, этот хромпик туда, наверное, не попадет. Через этот самый. Через, как его самое, скажем так, называем. Мы можем по-другому сделать. Все равно этот разъем
неприемный, нам его не жалко. А так как нам его не жалко, мы его сейчас разломаем вот так вот. И уже там, где лака нет, видите, вот в этих местах лака нет. Мы можем увидеть, что он не желтый. Это чтобы не путать, да, скажем так. Многие путают, очень часто присылают, и это ж не единичный случай. Все-таки вещь не дешевая, видите. Все, вот эту штукенцию мы можем в срезку кинуть. Тот, кто на посеребренку разбирает, в принципе они это дело быстро организуют. А этот разъем желтый, да. Видите, с одним не повезло, зато повезло со вторым. И тут видно, что оно желтое. Хорошо видно. И здесь отлично видно, что оно желтое. То есть это никакой там не лак. Оно-то даже и в лаке, но оно-то видно, что это разъемчик желтый. Это полный разъем. 135 контактов. Можно даже посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 45, 90 и 45, 135. 135 контактов. Вот такой вот один разъем. 1350 гривен. Так, гривны я, наверное, лишнее написал. Ну, короче, все. Это я уже заговорился просто про эти разъемы. В принципе, многие и так знают. Ну, лучше лишний раз показать. Так, а тут посеребренная, тонкая, толстая, средняя. Жилки. Чуть-чуть их тут. Совсем немножко. Это посеребренка. Такие 1000 гривен килограмм пойдут. Гамузом, если. Получается у нас на 40, на 48 гривен. Вот таких вот жилок всяких разных миксом. Так, что у нас еще есть? Тяжковата посылка. Так, белая 150 грамм. Пишем 150 умножить на 0,25. Ну, тяжковато, не тяжковато, а делать надо. Надо делать. Так, тут у нас все, что только можно и не можно. И тут, и тут, и тут. Ну, посортировано, конечно, не очень суперски. Так, дырочка. Тут у нас дырочка. Вот она. Так, ищем новый пакетик. Не, я не говорю, что плохо посортировано. Но вот здесь, допустим, вот в пакете полный пересорт. Придется сортировать сейчас. Так. Все. Вот это сортировать. Давайте высыпем сюда. Итак, с чего мы начнем? Начнем с пакетиков. 1, 2, 3. Короче, я думаю, 3 пока хватит. Правильно. Вот эти, кстати, вот белые транзюки, именно белые, они бывают под краской, под черной, там бывают желтые. Но вот это явно белый. Вы их вот так вот обрезаете, и они у вас будут меньше места занимать, как пуговицы. Короче, 1, 2, 3. Тоже белый. Не. Желтый, что ли. У него ноги подгорели, походу. Так, отложим его пока. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, это желтый. Сейчас покажу. Вот он. 6, 7, 8, 9. Это желтый. 10.
Это импорт. 11, 12. Смотрите. Вот оно, о чем я говорил. 13, 14. 15. Ну, давайте его сюда кинем. 16. 17. Это белый. Это белый. Положим его пока сюда. Потом покажу. Это желтый под краской. Это маленький. 18. Это белый. Это в срезку. 19. Непонятный какой-то. Так. 19. Неудобно их пересыпать, они с ногами, ноги торчат. Так, с этими разобрались. Пишем 19 на 25. Так, что у нас еще есть? Эти можем, в принципе... Не, давайте вот эти вот так вот сделаем. Болт белый 10, болт с юбкой 20. Белый 10, с юбкой 20, 30. И 2 желтых, это 200. 230. И 2 белых 602 по 35. 230 и 70. 300. Закидываем их в пакет. Так, погнали. 300. Теперь ног не хватает. Раз, два. Ну, давайте вот этот будет 50, а этот будет 70. 120. 120. Раз, два, три, 4, 5. Так. 120 и 220. 120 и 220. 340. Пишем 340. И еще пакетик нужен. О, нашел. Погнали с остальным. Раз, два. 2 по 35. 70. 630. 70. Еще 2 630. Еще 70. 140. Еще 630. 175. 311. 2 по 15. 175 плюс 30. 205 плюс 15. 220. Плюс импорту такой вот. Пусть будет 15. 235. Плюс белый 603. 225 плюс 25. 250. Так, 250 пока пишем. А тут сейчас будем проверять, что у нас тут вообще. Так, ну это, судя по всему, белый. Это, скорее всего, лак. Да, это выкидываем. Лак или нагар, непонятно. Так, это желтый, но это импортный. Это импортный, скорее всего. И белый.
или стал белым. 5. Желтый вроде бы, когда ноги выгорели. Короче, 5 и 15. 25. Это будет 20. 45. Это будет 5. 50. Это будет у этого низ. Все. 50 плюс 15. 65. Тут нормальный. Плюс 45. 110. Это 15. 125. Короче, как-то разобрались. Тяжко, но разобрались. 125. Ну ничего, ничего страшного. Фух. 125. Эти не считанные. Это диодики. Диодики. Тут есть и желтые, и белые. Короче, тоже надо разбираться. Вот такие, короче, есть. Есть полностью желтые. Так, давайте откинем белые отдельно. Как их считать, тоже, конечно, не помню. Позиция такая редкостная, капец. Так. Редкостная, короче, позиция. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. А эти пусть будет 1 за 2. 25, 26 с половиной, 27, 28, 29 штук у нас тогда получилось, короче. 29 на 10. Пишем 290. Ну а как? Не все ж посылки легкие. У нас в основном всегда все тяжело дается. Так, полубочонка. Хорошая. 67 штук. Пишем 67. Так. Это у нас... это. Так. Там 2 были, застряли в пакете. Это у нас дешман. Дешман. Считаем дешман. Ну, тут такое, кстати, в лигатурке там где-то в пакетике было. Короче, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. 7 и 4, 28. Так, 28. Это у нас были 801 и КУ-101. Так, пишем 28. КУ-101 это с пластинкой, а 801 это с точечкой с вот этой. Так, теперь эти считаем. Плохо, что не посчитано. Ну ладно. Так, вот это такой лазер был. Вот он, кстати. Сейчас покажу. Где я тут его вкинул. Вот это он, короче. Вот здесь. Так. Будем считать их. Вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ну, пусть будет 27 с этим лазером. $246 гривен. Так. Что у нас тут еще такого есть? Не считанное. Тут вроде считанное. Тут нет. Куча позиций. Тут тоже разные. Пересортировать надо. Проц 1. Так, это у нас легкотня. Пишем 10. 10. 10, 10, 10. Тут не совсем все классно. Так,
Это у нас К71-7 срезка. Это К1047. Не помню, почем они. Напишу его отдельно. Это диод. Это срезка. Это домик. Ну, домик напишу. Он где-то 0,35. Крупный. Короче, напишу его 4. 4. А это у нас 30 гривен, по-моему, штука одна. Не знаю. Так, давайте оставим вопрос для зрителей. К1047В М68 МН30. Такая вот, короче. Я ее напишу 30. Они там разные есть, я в них путаюсь. Про них тоже надо как-то будет отдельно сделать видео, про вот эти кондеры. Так, это дешевый диод. Это тоже диоды. Это вилки, розетки. Это еще, короче, тут у нас сейчас тоже предстоит возня. С чего начнем? Давайте с конденсаторов. Мне как вот это что-то сортировать, у меня все, у меня начинается, конечно. Так, маленькие, это какие? Без маркировки. Так, у нас их тут сколько? У нас их тут всего лишь 2. Давайте взвесим. Так, весы поближе. 2 грамма. 2 на 18, 36. 36. Так, у этих, я надеюсь, хоть есть маркировки. Так, Этоха, да, это у нас Этошка. Этошка. Маленькая. Напишем 25. А вот эти кондеры, я надеюсь, они с маркировками, блин. А единички. 4. 14. 4. Без маркировки. Единица. 4. Без маркировки. 4 тоже. 4 неприемные. Без маркировки. Единица. Единица. Так, вот эти, наверное, все мелкие. Это 14. Короче, вот так вот сделаем. Вот это единицы, это не прием. Устанавливать точно я не буду. Так, и взвесить их надо теперь. Я думаю, вот в этом пакетике мы их и взвесим. Тара. Получается на десятку. 10. Так. Кондеры посеребренные. Не знаю, почем такие. Ну, давайте. Пусть вот эти посеребренные кондеры будут. Проходные конденсаторы, кстати, они называются. Ну, пусть будут 100 гривен килограмм, я не знаю. Предварительно. На сколько тут их? На гривну. На гривну тут. 100 гривен килограмм. Так. Давайте пока запишем гривну. Так, а это транзюки. Так, с этими мы уже разбирались. Это у нас по гривне. Вот эти вот по гривне. Это посеребренные тоже. Ну, вот эти можно тоже вкинуть в категорию 100 гривен килограмм. Очень редко они встречаются. Вообще редкостная позиция. Так, вот этот вот, что у меня в руке, и вот эти вот кругленькие, это 50 копеек грамм. А вот эти вот гривна штучка. Раз, два, три, 4. Вроде гривна. Точно не помню. Напишем 4. 4. А эти у нас на вес идут. Эти на вес.
на 5 гривен. 5 гривен эти у нас ребята. А это мы, не знаю, что она нам вообще покажет. Она нам хоть что-то покажет. Вообще ни о чем. Так. 10 штук. Это 15 гривен. Так. Переменники. Переменники. Малюсенький переменник. SP516. Это у нас кусок корпуса. Это мусор. Короче, раз, два, три, 4, 20. Пусть будет 23. И раз, два, 23, 16, 39. Короче, 40 пишу. 40. И забрасываем их назад. Так, что у нас еще тут есть? Фух, тяжко, тяжко, тяжко. Так. КТ 22 штуки, ушастых 2 штуки. Все кусанные, правильно? Это замечательно. 20. Итого у нас получается 24 штуки. Фух, мы почти закончили. Осталось совсем немножко. Блин, что с ней случилось, с этой микросхемой? Так, 25 гривен. Это вообще ушатанная. Это 0. Это в срезку уходит. Или давайте нет. Да, сейчас мы ее отложим пока. Так, 25. Это 50. 75. Это 5. 80. Это 5. 85. Это безногий. Пусть будет 10. 95. Это импорт. 100. 95 и 5, 100. Так, это 30. Это 130. Раз. Два. 3. 4. 5. 6. 6 и 4. 24. 240 и 130. 370. Так, 370 и 35. 405. И с мелким дном 455. И вот эти две по 60. Это получается 455, 575 гривен. Вот здесь у меня в руке 575. Пишем 575. А вот эта микросхема, что я отложил, давайте мы ее расхренячим, посмотрим внутри, там есть что-то или нет. Не, в срезку. Так. Теперь полевички. Тут и белые, и желтые. Они кусаные, да? Кусаные, хоть желтые. Да, желтый. Этот не кусаный. Их вообще обязательно все кусать. Ладно, давайте мы их посчитаем, потом уже покусаем. Раз. Два. 3. Это новый. Или ладно, пусть будут уже здесь. 3, 4. Безногий. Безногий. 5. Лампочка. Ну ладно, 6, 7. 8, 8,5. 9,5. 10,5. 11,5. 12,5. 13. 14, 15, 16, 17, 18,
18,5, 19,5, 20,5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Короче, пусть будет 28 уже, ладно. И давайте один вот рандомно раскусим. Если он желтый, значит все желтые. Так, 28. И вон там еще один лежит, видите, белый. Ну, нормально. Так, как и должно быть. 28. Желтый. Все нормально. Фух, тяжко. 28 умножить на 18. Да, у нас всегда все тяжело. Когда было легко. Так. Так, это современный разъем. Раз, два, три, четыре, пять. 5 ног. 5 по 15, 75. Это совдеп. Маленькая папа. Раз, два, три, четыре, 5. 5 на 12. 60. Так, а тут у нас сборняк. И современный, и совдепы. Вот это современка. Вот это современка. А это совдеп. Раз. Два. Три. Это немножко обломанный совдеп. А это все современные папы. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 на 5. Это 75. 75 плюс 15, 90. И плюс 80, 170. Так. Пишем 170. Эти посчитали уже. Еще пакет. Чип. Чип. КМ-ка оранжевая. Чип телефона. Дешевые мосты. Дорогие мосты. Диоды, стекло. Скорее всего, прогретые уже. Ну, мы прогреем для контента. Я бы и не грел, конечно. Но видно, что не гретые. Так, серебро. Серебро. Посылка мощная, конечно. Я думал, будет легко. КМ-ка зеленая. Серебро. Не магнитное, наверное. Не магнитное серебро. Медали, короче. Ушко. Ну, это серебряные медали. Трудовое отличие и еще какая-то там непонятная какие-то СССР. Так, а это магнитная. А это КМ-ка. Домики. Моща просто такая, а не посылка. Вот прикиньте, да? Сколько времени на нее ушло. Ну и то, опять же, я стараюсь все по максимуму объяснять. Так. Да не то, что я даже там объясняю. Такое ощущение, знаете, вот я как это правильно сказать? Это как консилиум какой-то. Консилиум, посылочный консилиум в Ютубе. То есть мы со зрителями обсуждаем, скажем так, да? Не, ну хорошая посылка, согласитесь. Хорошая. Так, подложка. Кристалла нет, подложка. Этот обгорел. Ну, это ничего страшного. Тут без разницы. Так. Ну, не знаю. Пусть будет с подложкой. Так. Давайте взвесим уже без пакета и все.
получается 26,8 умножить на 9. Серебро. Ну и вот это ж у нас тоже серебро. Поэтому я не считаю как бы смысл делить их по пакетам. Высыпаем это серебро сюда. И высыпаем это серебро. Какая-то серьезная награда была, да? Знак почета. Это, наверное, те, кто в почете были, им такой знак давали. Наверное, не знаю. Кому оно надо. И за трудовое. Ну, тоже должен быть серебряный за трудовое отличие. Я думаю, эксперты по наградам скажут вообще, серебро это или нет. Так, получается хороший вес. 59 грамм. 59 умножить на 35. Так. Так, что у нас еще есть? Блин. Немножко серебра выронил. Может, в пакетике дырка просто. Так. 116,5 серебро. В перемешку все. И контакты с переключателем. Такие вот. Не хочу рыться в них. Я это вижу, что в принципе все нормально. Есть тут, конечно, контактик он на меди один. Ну, ничего страшного, в принципе. Вот еще один. Но я думаю, что их тут всего несколько штучек. Допустим, вот эти вот пластинки, они это перекроют, потому что у пластинок проба выше. Так, 116,5 написано у подписчика. 116,5 умножить на 33. Значит, так и напишем. 8 грамм магнитного. Ну да, тут все четко. 8 умножить на 23. Так. 1,67, наверное. Ну, вот, не знаю. Что мы можем со всеми штучками сделать? Мы их можем только просто взять и прогреть. Так. Но они гретые, видите, они уже такие покореженные, хорошие. Видите, хорошая, беленькая, чистенькая. Видите, беленькая, чистенькая. Все, не хочу заниматься. Мы просто тратим время. Тут все нормально. Просто подписчик не первый раз отправляет. Я просто знаю, что у него все четко всегда. Без всяких проблем. 1,67, ну с пакетом, наверное, где-то 2,4, наверное, где-то с пакетом будет. Почти. Короче, 1,67 пишу. 1,67 умножить на 180. КМ-ка, зеленка. Нормальная КМ-ка, без всяких проблем. Есть он без краски, обсыпанная краска. Ну, ничего страшного. Грубо говоря, можно считать, что это уже бескорпусная. Без краски. Так, 21,4 написано. 21,4 так и пишем на 45. Домик 6 грамм. Согласен. 6 умножить на 12. Стекло 23,4. 24, короче, умножить на 1,5. Оранжевая 16,5. Согласен. 16,5 умножить на 34. Дешевый мост. 30 умножить на 0,2. Чип. Чип сплат. Хороший чип. Без всяких проблем. Без всяких вопросов.
Написано 60,5. Пакет 4 грамма. Вполне возможно. Ну, давайте 61 напишу на всякий случай. 61 умножить на 2,5. И остается чипы. Тут не только платы с телефонов. Тут все подряд, видите. Все подряд. Он, видите, двухсторонний чип, еще Intel двухсторонний, память оперативная, планшеты, BGA, шарик с каких-то устройств. Ну, я думаю, есть смысл 57 грамм. Я думаю, есть смысл их посчитать гривен по 9. Так, пишем 57 умножить на 9. Так как здесь все подряд. Так, может вот эти двухсторонние быть чипы со старых телефонов мобильных, но они как шарик мобильный не катят. И у нас еще осталось... Что у нас еще осталось? Срезка, да? Пакетик со срезкой. Ну, тут совсем немножко. Даже не знаю. 300 грамм. 15 гривен. Плюс 15. Сейчас мы тогда посылочку подобьем. Очень крутая посылочка. Я думаю, подписчику на день рождения очень понравится под пивасик выпуск посмотреть. Сейчас тогда подбиваем и продолжаем. Общая сумма по второй посылочке у нас получается 17 200 гривен. Неплохая, да, такая посылочка получилась. Посортировано, скажем так, нормально, но есть ошибки в плане того, что многие позиции гамузняком скинуты, как бы, и приходилось как бы отдельно как-то пытаться вдуматься, внедриться и понять, сколько же оно примерно хотя бы может стоить в рамках разумного. А так в целом вообще никаких нюансов абсолютно нет. Первая посылочка это вообще мастерски сделана, как бы там быстро, раз-два и все, и мы ее закончили. Скажем так, весь выпуск, грубо говоря, был про посылочку номер 2. Классно сделано. Это не первый случай, что уже мы до такой степени все перебираем, разбираем. Я скажу, что было и хуже, и дольше. И все нормально, всем все нравится, все классно. У нас такой коллектив у зрителей, со зрителями получился, что все хотят, чтобы было побольше всякого разбора, обзора, побольше вот переборки там, как бы. А когда все готово, все быстро, многим как бы это нравится, но тем не менее это более скучно, чем в таком формате, да, происходит. Короче, желаю всем зрителям хорошего настроения, хороших выходных, мирного неба над головой. Берегите себя и ваших близких. И желаю вам научиться классно перебирать посылки и, скажем так, быть экспертами в этом деле. И побольше вам всяких жирных находок и жирных уловов. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Огромное всем спасибо за просмотр. Всем пока.